Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня и в следующих нескольких выпусках мы поговорим о владельце процесса. Тема настолько важная, что я решил разобрать ее подробнее, ведь владелец процесса играет ключевую роль во внедрении BPM. А для начала давайте разберемся, зачем он вообще нужен и почему так важен. Как вы помните, в большинстве компаний используется функциональное управление. То есть компания представляет собой иерархическую структуру из отделов. И у каждого такого отдела есть руководитель. Сквозной бизнес-процесс идет сквозь функциональное подразделение, то есть через вотчины вот этих самых руководителей. И именно руководитель процесса берет на себя роль того самого движка, который гарантирует, что процесс доберется до самого конца, минуя амбиции и видение кого бы там ни было. Это очень важно. Владелец процесса полностью отвечает за процесс. Что это значит? Это значит, что он отвечает не только за результат процесса, но и думает о ходе его выполнения. И что немаловажно, о том, что о качестве процесса думают его клиенты. Серьезная ответственность. Хороший владелец процесса через качество процессов двигает вперед всю компанию. Поэтому владелец процесса – это ключевая роль при внедрении BPM. Почему я вообще это повторяю? Ведь, казалось бы, это очевидные вещи. Да потому что многие компании игнорируют назначение владельцев процесса и думают, что процессы у них заработают. Нет, не заработают. Поэтому назначение владельца процесса крайне важно. У каждого бизнес-процесса должен быть владелец. Без этого вообще нельзя говорить об управлении бизнес-процессами. Математика здесь простая. У одного бизнес-процесса есть один владелец. Нескольких владельцев у одного процесса быть просто не может. При этом один человек может быть владельцем нескольких бизнес-процессов. Это вполне нормальная ситуация. В общем-то, все просто. Продолжим. Давайте разберемся, кто же такой владелец бизнес-процесса. Это такой руководитель особого толка. Фактически у него нет подчиненного отдела, и он не является руководителем подразделения, хотя вполне может им быть. Также у такого руководителя нет подчиненных сотрудников. В реальной организации они, конечно, могут быть, но это не так важно. А вот что действительно важно, что единственным подчиненным владельца процесса является сам процесс. И в рамках этой власти он может диктовать вышестоящим руководителям, что делать. Кстати, это очень важный момент, к обсуждению которого мы еще вернемся. Власть владельца бизнес-процесса действительно огромна. Ну, по крайней мере, так должно быть при правильном внедрении BPM. Также не стоит путать владельца процесса с процессным аналитиком, который рисует бизнес-процесс. Конечно, он может это делать, но его основная функция иная. Он не технарь, он представитель бизнес-роли и действует из интересов бизнеса. Из интересов бизнеса и бизнес-процесса. Если говорить предметно, то зона ответственности владельца бизнес-процессов следующая. Взаимодействие с бизнесом, проектирование и непрерывное улучшение процесса, соответствие показателей процесса целевым значениям, проверка правильности проектирования, внедрения и мониторинга процесса, обработка отклонений, эскалация критичных экземпляров, работа с проектной командой в рамках внедрения процесса, работа с проектным офисом вместе с другими владельцами процессов, приемка инструментов автоматизации и инструментов IT, принятие решений по приемке, обработке и приоритизации изменений, работа с коллективом, пропаганда принятию бизнес-процесса. Список можно продолжать долго. А еще владелец процесса формирует и направляет команду, а также является контактным лицом по всем связанным с процессом вопросам. Как вы видите, довольно много всего. Реальная же зона ответственности владельца процесса в компании определяется уровнем зрелости этого процесса и уровнем зрелости всей компании. Хороший владелец процесса двигает процесс вперед и вместе с ним всю компанию. На сегодня у меня все. В следующий раз мы поговорим о том, как правильно выбрать владельца процесса. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!